Мужчины становятся все более и более похожими на женщин. Меня это, конечно, жутко возмущает, потому что я никогда не смогу быть худым. На самом деле, есть некие навязанные образы, от которых многие люди пляшут, как, например, Tokyo Hotel. Они все, естественно, космически очень худые. Все молодые люди и девушки, кстати, тоже стали вот в эмо-направлении такими вот тростинками. Ну, это чересчур. Ну, мы же для чего стремились стать человеком, чтобы от неандертальцев отличаться все-таки, понимаете? Не просто там это... Нужно заниматься собой. Но не так, не фанатично. Я, честно вам признаюсь, никогда не прибегал ни к каким диетам, не старался. Ну, были у меня одни штаны, которые в детстве, ну, я не знаю, так вышло, там один размер оставался. Я не старался, я не худел. Слава богу, мне в этом, наверное, повезло. Я могу петь в группе Tokyo Hotel. Грядут, мои дорогие, перемены, и это очень хорошие перемены. Множество страждущих людей, которым раньше было не по карману одеться в брендовые, полубрендовые и в мультибрендовые вещи. Вот, появляется возможность все-таки это делать, и делать без большой потери для тех кровно заработанных денег, которые достаются не так просто. И поэтому я считаю, что это положительная новость. Но для многих это будет, конечно, трагедией. Людям, которые тем самым подчеркивали свою самодостаточность, подчеркивали свою, так скажем, желание в какой-то степени выделиться. Мне кажется, вот эти люди останутся в затруднительном положении. Есть одно ответвление, либо та одежда, которая не будет представлена в этих молах, станет еще дороже, для того, чтобы как-то подчеркивать индивидуальность своих покупателей. Либо, мне кажется, другое ответвление, появится желание употреблять в большом количестве дизайнерскую одежду. Вот я, например, всегда так поступал. Стыд – это понятие такое временное, оно может возникать, а может не возникать. Есть у меня одна фотосессия, которая достаточно хорошо так в интернете прогулялась. Это была фотосессия для одного журнала, еще когда у меня были другие, так скажем, взаимоотношения и обязательства. Были вещи, на которые мне нужно было все-таки соглашаться. И, с одной стороны, я, может быть, даже жалею за эту фривольную фотосессию, где я там буквально практически, голый. Вот. А с другой стороны, думаю, боже, как хорошо, что у меня есть эти фотографии. Потом я благодаря этой фотосессии еще решился на одну. Вот. Но мне было пару раз стыдно, когда эти фотографии якобы как что-то такое невероятное достали из недр интернета в Греции. Говорю, ага, компромат, вот вам. Неужели вы снимались для этого журнала? Там, да? Говорю, ну да, мне приходилось находить какие-то слова, но все-таки мне не было стыдно, но в какие-то секунды проскакивало это, пробегало по моим венам.